Друзья, всем привет! Добро пожаловать в наше новое видео. У нас с утра сегодня шумят, ставят забор. Сегодня уже четверг, почти неделя прошла, как поставили столбы. Их поставили в ту пятницу. Но, слава богу, хоть дошли до нас. Не знаю, закончить ли сегодня, думаю, что нет. Но, может быть, к завтрашнему вечеру у нас будет забор. Муж немножко расстроен. Забор страшный, ужасный. Ну да ладно, не наш дом. В нашем доме будем делать все, как мы хотим. Еще нарядили елочку. Дети вчера наряжали. Такая елочка у нас получилась. Вечером красивше, конечно, когда темно. Огоньки горят. Там вон у нас звезда крутится посередине. Камин включаем. Вообще классно вечером получилось. Вот, так что потихоньку создаем новогоднее настроение. Не знаю, слышно ли вам шум, но немножко шумит. В общем, какие новости, друзья, товарищи? Новости такие. Сейчас пойду разгребать всю нашу стирку. У нас накопилось очень много вещей за последние 2 недели. Машинку нам стиральную так и не привезли. Во вторник мы же остались дома на день рождения, ждали машинку, она не приехала. На следующий день стали звонить, где на документах был телефон, стали звонить, узнавать, что происходит. А нам говорят, delivery day, доставка 3 января. Мы такие, как 3 января? Мы в магазине стояли. Нам женщина, которая помогала, даже на компьютере показала 6 декабря. В общем, мы поехали обратно в магазин. Опять с этой женщиной, которая нам помогала, стали выяснять. Оказалось, что машинка стиральная была в наличии, а сушилки не было. Мы заказывали их серого цвета. И она должна была прийти, новая партия сушилок должна была прийти именно 3 января, и поэтому обе эти машинки должны были доставить 3 января. Мы долго так ждать, естественно, не можем. А покупали мы их на скидке, был же День Благодарения, на $400. На каждую машинку была $400 скидка. Скидок уже нет. То есть, если отменять заказы и покупать что-то другое, это значит, нужно платить по полной цене. Она проверила, там в наличии у них были, не у них были, а на складе были в наличии обе, и сушилка, и стиралка, но белого цвета. В общем, она нам помогла, она отменила наш тот заказ и по скидочной цене оформила нам новый заказ на белые машинки. В общем, нас это, конечно, порадовало, что нам не пришлось доплачивать еще столько много денег. Но опять же, привезут только 16-го, что ли, в следующую пятницу. Вот, это нам еще, получается, почти 10 дней, это было 7 декабря, вчера мы ходили в магазин, 9 дней опять без... У нас вещей уже нет, уже все заканчивается, у нас уже дети стали в шортах второй день ходить, благо на улице очень тепло, декабрь месяц, вон в шортах ходят. Позвонили сегодня Рубину, другу нашему, попросились хотя бы, самое необходимое, я не говорю прям все перестирывать, но самое необходимое, наверное, сейчас езжу постираю. Вот, это такая история с нашей машинкой. Что еще нового было? Сегодня позвонила в местный, даже не знаю, как назвать, офис, наверное, назову его так, для дошкольного образования, чтобы выяснить, что делать нам с Дином. Женщина попалась такая приятная, она тоже, кстати говоря, из Калифорнии, соседка там наша недалеко из Лос-Анджелесской эрии, тоже сюда переехала несколько лет назад. В общем, заполнила я онлайн формы все для нового ребенка, enroll new student. То есть, господи, как же тяжело на русский-то переводить. Для нового студента, в общем, все формы заполнила, и завтра мы поедем с ней, встретимся, в 10 утра назначена нам встреча, привезем все, что не достает, она так пробежалась по анкете, и узнаем вообще, что... Короче, в школу у них там есть лист ожидания. Baby, I'm doing video. No, I didn't, bro. I'm sorry.
Есть лист ожидания, еще неизвестно, когда он попадет в школу. Она говорит, что вообще дети, которым уже исполнилось 5 лет, в приоритете, и их в первую очередь устраивают, чем если бы, допустим, если бы ему было 3 или 4 года, так как на следующий год уже будет киндергартнер, то есть год перед первым классом, и там уже более серьезная подготовка, поэтому будем надеяться, что, ну, может быть, в январе месяце уже удастся нам хотя бы Дина устроить в школу. Я бы, конечно, его и в декабре устроила, но сейчас еще все праздники начинаются. Поэтому завтра поедем, будем выяснять, что да как. Еще нам пришло уже очень много доставки, сделали вещей, которых я заказывала. Вот сегодня пришла полка для обуви, которую вот сюда в прихожку я заказала. Мужу надо только ее собрать. Пришли все кровати, муж 2 дня собирал детские кровати. Сейчас, наверное, покажу. Не обращайте внимания на беспорядок, у нас еще ничего не устроено. В общем, вот эта кровать Дина, вот с таким домиком внизу. Кровать прям шла вот с этой занавеской, и там у него получился такой домик, играть можно. Ему очень нравится это дело. Вот, еще вот такую заказали, такое постельное белье, все с, ну, Человек-паук. Детский мультик есть такой. Вот, поэтому он уже у нас тут сколько, 3 дня уже, наверное, 4 спит. Слава богу, спит. Перестал приходить к нам посреди ночи. Будем надеяться, так будет все продолжаться. Вот это кровать Мии. Вот такая двухэтажная. Снизу получается рабочая зона, 2 дивана. Эти диваны, все это раскладывается, перекладывается, еще одна кровать. Можно еще одну кровать сделать. Как это делается, я еще пока не знаю, не пробовали. Но когда выбирала кровать, там было написано, что нижний ярус тоже превращается в кровать. И верхний ярус тоже я заказала ей постельное белье новое. Ну вот такое, юникорны там. Розовенькая, голубенькая, красивая. В общем, огромный минус этих кроватей, то есть плюс кровати, что сохраняет место, что есть спать наверху, игровая зона внизу. Большой минус, ужасно неудобно заправлять постель. Я вчера эту меняла просто, минут 10 у меня ушло. Я ее и так, и сяк, и со стула снаружи, и сама потом на эту кровать залезла. Кое-как я поменяла простынь. А матрас тяжелый, я его поднять не могу одна. В общем, это капец. И как приучать детей заправлять кровати каждый день, тоже не знаю. Вот, видите, она встала, слезла, и все, ну там так и осталось наверху. А я терпеть не могу не заправленные кровати. Вот. Еще поставим стеллажик из контейнера, где у нее будут все эти коробки с игрушками. Ну, в общем, как-то так. Мина кровать. Вот эта кровать Шона. На 2-м этаже опять кровать, а снизу рабочая зона. У него немножко по-другому. Такой вот большой длинный стол. Еще стул поставим, еще какой-нибудь тут столик небольшой. И будет ему счастье. Чтобы вы знали, комната Шона выглядит уже вот так. Он уже тут нагородил себе пещеру свою. Ужасно любит маленькие пространства. Все коробки, которые находятся в доме, уже все пошли сюда. Чтобы вы знали, я говорю, давай вниз опускай это вот все от кровати. Он говорит, нет, мне весь картон нужен. В общем, все забито. Вот, отсюда выложил. Еще тут все было. Все у нас в картоне. Теперь опять. Шан, when you gonna clean up your room? Я говорю, когда комнату будешь убирать? No, I don't know. Я уже всем сказала. Как все обустроим, все шкафы, все, что надо, принесем, чтобы перед тем, как шли спать, чистота и порядок был. Это что вот это? Я пока на это глаза закрываю, но скоро эта лафа у них закончится. I can't even reach it. Jump. But I'm scared I'm gonna fall. You can do it. But Mom. Climb on this. Put your leg on this here. And then you can reach it. Друзья, я и Мия, мы приехали в дом к Рубину. Уже загрузила я первую партию стирки. Сейчас вот жду Мия. Мия боится. Это его задний двор. Такой большой. И его дом. Мы здесь были в апреле месяце. Я вам вот с этого вот крылечка снимала утром, каждое утро.
Oh, you did it! Good job! Now move forward. Belly button. Я говорю, Мия, ты что так выросла? Я эту футболку покупала в начале октября для Хэллоуина. А смотрите, как короткая уже. Что-то она подросла за последние 2 месяца. Вот, смотрите, одуванчики в декабре. Кто видел одуванчики в декабре? What? Can we go to the front yard? Let's go. Говорит, приехали, говорит, пошли на задний двор. Теперь на заднем дворе, говорит, пошли на передний двор. Рубин только что уехал за дочкой в школу. Сейчас привезет ее. Школа закончилась. Вот этот гриль мы покупали в апреле месяце Рубину. Go. You're not from the statue. Ну, а вот и район Рубина. В этом доме есть дети. Мы когда в апреле были здесь, Дин играл с мальчиками. Вот, babe. Can I show them that I can do so many cartwheels at a time? Come on, show them. Хочет вам показать, как она колесо делает. 1, 2, 3, 4, 5. Good job. Now put your shirt down. Ай. Волосы не дает заплетать. Мгм. Я люблю, когда она заплетенная, она не дается. Ладно, мы ждем стирку. Сейчас они приедут, не знаю. Я хотела съездить в Алди, чтобы просто на диване не сидеть, посмотреть, что тут у них продают в Алди. Но не знаю, посмотрим. Друзья, посмотрите, какой закат у нас. Оставила я Мию с дочкой Рубина, сама приехала в Алди. Так что пойдемте посмотрим, что тут продают. Здесь магазин намного больше, чем был у нас. Ой, я вообще приехала посмотреть, будет ли здесь творог. Потому что не знаю, где теперь творог покупать. Самой пока не очень хочется делать. Ну вот, надеюсь, что, может быть, в Алди будет. Маленько. Огурцы. Но это нам ничего не надо. Вот здесь сыры. Маскарпоне 4,14. Что-то мне это тирамису захотелось прям. Если честно, я раньше никогда даже не обращала внимания, был ли здесь творог. Ну, пока не вижу. Ну что, друзья, нету здесь творога. Молоко зато дешевле. 2,92, да, за галлон. Сливки 4,69. Крем-чиз тут подешевле. Возьму вот такие 2 пачки. Оригинал. Всего $1.59. Видно вам, нет? И еще хочу взять кефир. Вот здесь кефир 3,48 за банку вот такую. Здесь почти литр. Ой, что-то ничего не видно, подождите. О. Обычный кефир. Сейчас только срок годности проверю до 25 февраля. Вот, возьму кефирчик. Блинчики сделаю. Ну вот цены, смотрите, на консервы 76 центов, большие банки $1.39, это бобовые здесь, горошек 95 центов. Возьму одну. Я с оливье, который на день рождения делала, я сама всю чашку съела за 2 дня, представляете?
О, вот томатную пасту еще возьму. 44 цента за баночку. О, еще есть вот такая. Возьму одну такую, не знаю, какая хорошая, какая плохая. А мне здесь нравится, народа нету. Здесь вот пасточки, супы. Овощи нам не надо. Здесь хозяйственный отдел. Специи, здесь классные специи. Кстати говоря, но нам пока ничего не надо. Вон 97 центов. Итальянские здесь я беру обычно. Вот они. Но у нас еще есть. Привезли из Лос-Анджелеса. Здесь все для выпечки. Вот, кстати говоря, смотрите, большие банки для украшений. 98, 3,98. Посыпушки я имею в виду. И сахар цветной. 3,16. Ой, знаете, что мне надо? Мне надо растительное масло. 3,65. Возьму сейчас одну. Ну и все. Здесь вот всякие батончики разные. Еще вспомнила, у меня какао нету. Возьму вот этот, никогда не пробовала такую. $1.84 баночка. Обычно покупала раньше в Каску. Надо, кстати, здесь в Sam's Club проверить. Миндальная мука 5,69. Друзья, посмотрите, что я нашла. Возьму сейчас 3 штуки. Это я от русского Деда Мороза каждый год детям покупаю вот такие наборы. Раньше у нас был, я ездила в интернациональный магазин, чтобы был именно с Дедом Морозом. И вот здесь я нашла. Так что сейчас возьму и сохраню это до Нового года. 3,69, мне кажется, за штуку. Ура, я так рада, а то я уже думала, где же мне их тут искать-то придется. Ну вот, кулечки на Новый год от русского Деда Мороза будут у нас в этом году. Ой, посмотрите, что еще нашла. Столен с марципаном. Стоит 6,50. Есть один с... А нет, вот это был с марципаном, а этот с миндальным маслом. Это с вишней. А это маленькие на один раз с яблоком. О май гуднес, как я хочу взять, попробовать. Я обожаю штолины. Обычно пекла каждый год с творогом. Мне очень нравится творожный штолен. Возьму вот этот, наверное, сохраню до Рождества. Бабушка наша приедет, мы с ней будем пробу снимать. Возьму с вишней. А еще, смотрите, есть пряники мягкие. Как знаете, тульский пряник. 2,99. Не буду брать, но прикольно. Фу, я так рада, что Деда Морозов нашла здесь. Прям аж не могу. Тут вот всякие сладости для подарков, наверное. Леденцы. Трюфели. Вот это такая прикольная штуки, посмотрите. А вот для печенек баночка написана cookies.
$20 стоит. Но я такой не буду покупать. Нам еще надо разобраться с нашими вещами, чтобы было понятно, что куда складывать. Смотрите, что нашла. Адвент календарь на 12 дней. Тут с подарочками всякими разными. Не с шоколадками, как у нас. $13. Классная штука. Может быть, на следующий год. Еще нашла вот такие стаканы, возьму. Мии и Дину взяла. $5.99. Здесь очень классно, много маленькой посуды. О, я все скупила. Смотрите, какие классные для индивидуальной выпечки. $3.99 всего. Такая форма еще есть. Такие классные. Есть вот такая сковородка. Dutch oven. Ну, тяжелая железная с крышкой. $25. Всякие кастрюли, разносы. Вон, для выпечки очень много всяких штук. Ой. Друзья, не поверите, у нас 7 часов вечера. Мы только сейчас закончили со стиркой. Мия вся измучилась. Мы голодные, как не знаю кто. Сколько, наверное, часа? Мне кажется, я в районе 3 приехала. 4 часа. Постирала, сделала 2 загрузки машинки. Но они были у меня прям по максимуму заполнены. И сушки не ушло. Первую сушку полностью стиральную, первую загрузку полностью в сушку убрала, и она очень долго сушилась. Вторую решила разделить пополам, думала быстрее будет, но все равно долго. В общем, мы едем домой. Поговорила с мужем, он уже собрал полку для обуви. К нам еще, пока нас не было, пришла кровать, не кровать, а куда матрас класть. Основа кровати пришла, он ее собрал, так что мы сегодня спим на кровати. В общем, поехали мы домой, приедем, я вам все покажу. Мы дома. Посмотрите, как хорошо получилось. Что-то прилипло. Вот она, полка для обуви. Теперь все аккуратно закрыто, ничто нигде не валяется. И еще есть куда положить ключи и мою сумку. Муж сказал, что качество не очень этого шкафчика. Ну, пока не раздолбают, пусть стоит. И по цвету хорошо подходит к полу. А еще вкусно так пахнет на улице. Муж делает котлеты на огне. You like it? Сейчас пойду посмотрю кровать. Та-да! У нас есть кровать. Вот такая основа, серенькая, тканевая. Простенькая, я ничего особенного не хотела. Но теперь у нас есть кровать. Я рада. И тут полка, это тоже с телевизором. Еще телевизор ни разу не смотрела здесь. Пока до кровати добираюсь, уже все, без сил падаю. Друзья, идеальный вечер. Камин, елка, теплое одеяло и кино. В общем, буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи, хорошего дня, кто когда смотрит. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.